Вы уже слышали о фастгеле? Если нет, тогда смотрите видео. Будем тестить новый материал вместе. Совсем недавно в интернете я натолкнулась на этот продукт. Мне стало интересно, что это за материал. Действительно это что-то новенькое или же тот же полигель, только в новой банке и с новым названием. Много информации про фастгель я не нашла, так что решила поехать в магазин и посмотреть вживую. На первый взгляд мне показалось, что особой разницы между этим материалом и всеми прежними, которыми я пользовалась, нет. Но мне очень понравилась яркая палитра, очень много разных цветов, так что я не удержалась и купила себе пару баночек. Я выбрала одну баночку камуфляжа, белый и 3 очень вкусных, ярких, сочных оттенка. Так что сегодня буду моделировать этим продуктом и обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями про фастгель. Все новые материалы я чаще всего тестирую на себе. Сегодня не будет исключения. Конечно, жалко снимать старые ногти, ведь им даже нет 2 недель, но так уж хотелось попробовать новый материал, что моя лесная нимфа пошла под фрезу. Для снятия старого материала использую твердосплавную фрезу с диаметром 6,7. Это фреза с черным маркером, у нее супер грубая крестообразная насечка, что помогает быстро снять твердый материал. При этом мой аппарат включен на режим форвард, а насадка вращается со скоростью 35 тысяч оборотов. Материал снимаю почти весь, оставляю только тонкую подложку. Пилкой полностью убираю свободный край и делаю поверхностный опил. Пушером отодвигаю кутикулу, чтобы раскрыть проксимальную складку. Для того, чтобы прочистить все пазухи от птеригия, использую фрезу пламя с острым носиком. Диаметр насадки 2,3, она с красным маркером. Работаю сейчас на 20 тысячах оборотов. Сначала на форварде, затем на реверсе очищаю и приподнимаю зону кутикулы и боковых валиков. Ножницами срезаю кутикулу. Я уже нанесла дегидратор и бескислотный праймер, так что наношу базовое покрытие, использую базу для гель-лака от Коди. Просушив базу, могу приступать к формам. Подрезаю форму, чтобы она хорошо встала в стык к натуральному ногтю. Примеряю, затем делаю еще насечки на форме. Устанавливаю форму на ноготь. Сегодня впервые в жизни буду моделировать ногти такой длины, поэтому даже не представляю, получится ли у меня что-то приличное. Также мне захотелось поэкспериментировать и сделать форму современный миндаль. Последний раз я делала ее еще года 3,5 назад на курсах с инструктором. Но вы поняли, сегодняшнее моделирование может закончиться полным провалом. Прозрачным гелем делаю подложку. Я, конечно, думаю, что можно и без нее, но не стала рисковать. Подложку подсушила в лампе 15 секунд, затем зажимаю ее тонкогубцами.
Шпателем набираю материал, и тут я сразу почувствовала, что фастгель совсем другой по текстуре. Он отрывается кусочками, а не тянется как акрилгель. У него видны большие крупинки, что поначалу меня смутило, боялась, что после опила они останутся видны. Материал оказался очень податливый, никуда не прилипает, что не может не радовать. Кистью, смоченной в спирте, расправляю материал и выкладываю лужи. И здесь мне сразу становится все понятно, это настоящий акрил, просто с чуть-чуточкой примесью геля для вязкости. Сразу стал слышен легкий запах акрила при работе с материалом. Мне никогда не приходилось моделировать с помощью акриловой системы, но я очень хочу научиться. Я уже давно хочу пойти на курсы, но меня всегда смущал запах мономера. Как мне кажется, фастгель очень похож на акрил, но без запаха, так что возможно за этим материалом будущее в моделировании. Ну, поживем и увидим, а пока мне очень нравится им работать. Конечно, нужно будет еще посмотреть, как он носится на разных ручках. Высушив материал в лампе, подпиливаю ложи. Сначала использую тонкую керамическую фрезу, затем пилкой 150 грит делаю бортик. Френч сегодня будет разноцветным, безымянный пальчик будет желтым. Только посмотрите, какой красивый оттенок. По текстуре он напоминает мне зефир, нежный и воздушный. Набираю сразу большой кусок материала и распределяю его на свободный край. Производитель говорит, что материал просыхает в лампе 30 секунд. Сейчас и проверим. Отправила ноготь в лампу на 15 секунд, затем снимаю форму и снова зажимаю тонкогубцами. Затем надеваю зажим и отправляю в лампу до полной полимеризации. Кстати, после 30 секунд материал выглядел уже полностью высохшим, но я всегда перестраховываюсь, поэтому сушу дольше. Когда все ногти готовы, могу приступать к опилу. Фрезой елка сглаживаю переход от искусственного материала к натуральному ногтю в зоне кутикулы и боковых валиков. Пилкой 180 грит делаю поверхностный опил. Ну, во-первых, материал пилится немного сложнее, чем акригель, но кажется настолько прочным, что если отвалится, то только вместе с ногтем. Пилить такую длину себе очень дискомфортно. Нужно всегда искать какой-то упор, чтобы ноготь не болтался в разные стороны, чтобы избежать неприятных ощущений. Когда все ногти готовы, маленьким шаром с красной насечкой шлифую срез от ножниц. И конечно, я просто не могла не удержаться, чтобы не разрисовать такие длинные ногти, поэтому сейчас здесь расцветут мои любимые цветы.
А пока я рисую, поделюсь с вами своими ощущениями после работы с пастгелем. Материал мне очень понравился, у него комфортная текстура, он не залипает на кисть. Мне как показалось, это достаточно твердый материал и он будет отлично носиться. У него нет резкого запаха, только легкий аромат акрила, который даже мне понравился. С больших преимуществ он совсем не печет в лампе и быстро просыхает. Также мне очень понравился большой выбор оттенков, которые представлены в палитре производителя. Один из минусов, как мне показалось в начале, это пузырьки, но в работе они очень легко убираются, так что дискомфорта мне это не принесло. И забегая наперед, могу сказать, что после перекрытия топом крупинок не видно, так что остается проверить, как этот материал будет носиться в обыденной жизни. Девочки, а вы слышали или уже тестировали этот материал? Делитесь в комментариях своим опытом.
В конце перекрываю ногти топом. Вот такие ногти у меня получились. Есть, конечно, много ошибок, которых я сделала при моделировании такой длины и формы, но как для первого раза мне кажется, что получилось даже ничего так. Как вам такой результат? Пишите в комментариях под видео. А также ставьте галочку, какой цвет фастгеля вам понравился больше всего. Знаю, что сейчас просто все завалят меня комментариями, зачем моделировать такие длинные ногти, как с ними ходить. Поэтому сразу отвечаю, что, к сожалению, сейчас я действительно не смогу работать с такой длиной. Но мне очень нравится, и в отпуск я действительно сделаю себе такие ногти. А потом, может, и буду носить такую длину. Знаю много девушек, которые отлично справляются с такой роскошью. Когда я начинала делать эти ногти, я сразу знала, что буду их укорачивать, но смоделировав, я решила, что хотя бы чуть-чуть ими полюбуюсь. Так что да, со слезами на глазах я их укорачиваю, чтобы работать с клиентами было проще. Вот такая история. Надеюсь, мое видео сегодня было полезным для вас, и вы получили эстетическое удовольствие.